Итак, опять Мальдивы. Куда податься заядлым круизерам во время пандемии, когда большие круизы под вопросом? Чтобы опять поплавать по морям и океанам, мы решились на маленькое морское путешествие. Хорошо, что на Мальдивы из Индии еще можно улететь. И хорошо, что там существует такой вид приключений, как дайв-сафари. Первые 4 дня на Мальдивах мы провели на небольшом острове и провели их очень активно, как всегда. С удовольствием проводили год 2020 и с надеждой встретили 2021. Все это вы увидите в отдельном выпуске. Спасибо, что смотрите нас, спасибо, что подписались и пишите вопросы и комментарии под видео. И спасибо всем зрителям, неравнодушным к нашему каналу. Дайв-сафари или круиз по Мальдивским островам выгодно отличается от отдыха в мальдивском отеле. Это возможность действительно открыть для себя всю красоту архипелага, а не только один единственный остров 500 на 300 метров, где уже на 3-й день вам известна каждая пальма и каждый камешек на пляже. До 17 погружений за неделю, до 15 разных дайв-сайтов по маршруту, не говоря уже об all-inclusive проживании на борту комфортабельной яхты. Итак, Скуба Спа. Вот такая красавица-яхта, одна из самых больших на Мальдивах. Вообще-то таких яхт здесь 2, полностью одинаковые. Называются они Инь и Янь. Ну, со словом скуба все понятно, а почему спа? Так вот, это специальный дайвинг-сафари. Очень все продумано, скажу я вам. Oh God, the do not disturb sign, hand sanitizer, drinking water here, and in these cabinets, actually, first of all, this is your Wi-Fi login ID and password. Okay? Вот такая уж и маленькая каюта. В принципе, вот такое большое пространство. Есть куда поставить чемоданы. Вот такое вот зеркало. Ну, причем здесь даже много зеркал. И вот такие удобства. Туалет и душевая. В основном дайверы приезжают сюда парами. На нашей яхте, кроме нас, было около 25 человек, не считая команды. А наших земляков не было вообще. В основном были ребята из Германии, США, Великобритании и Польши. Меня удивило, что почти все женщины, за исключением нас 4, все дайвили вместе со своими мужьями. А ведь погружения были иногда по нескольку раз в день. Я смотрела на этих женщин с восхищением. So, welcome. We're going to take up a little bit of your time this evening, give you a little bit of information about the boat. During our safe passage to the Maldives this week, having spent already 5 years on this vessel alone, Captain Ali Bey. Shifaz, he will be an instructor this week. We have Rafael right here, we have Teddy, and David, Shamil, and we will have one other instructor joining us this week. Alright?
Итак, расписание на яхте насыщенное. Кроме дайвинга, здесь еще снорклинг, освоение маленьких необитаемых островов, любование рассветами и закатами и, конечно, спа-процедуры, то есть ежедневные массажи и даже не по одному разу в день. То есть скуба-спа – это активный отдых в сочетании с полным релаксом. С раннего утра кто на первый дайвинг, кто на йогу. Вот этот йогин – это, собственно, один из наших массажистов. Он индиец из Кералы. Еще была девушка-массажистка филиппинка. Массажи на выбор – аюрведический, балинезийский, шведский или филиппинский. Спа-зона – очень приятное место, как и положено, с расслабляющей музыкой. И массажи здесь делают очень достойно. Одним словом, райское наслаждение посреди Индийского океана. Но не это самое главное, поверьте. Знакомство с интересными людьми с разных уголков света – вот это ценнее всего. Когда мы долгое время сидели в заточении, то общение – это как глоток свежего воздуха. Сафари заканчиваются, а друзья остаются. Скажи, как есть. Очень сильные волны были, и у меня постоянно заливало, я воды нахлебалась, конечно, очень сильные. То есть только голову опускаешься, морская вода. И, я там, конечно, посмотрела рыбок, все хорошо, но нахлебалась. Понятно. Немного расскажу о нашем расписании. Подъем около 6 утра. Не думайте, что это так сложно. Когда вы увидите, какие здесь красивые восходы, вам просто не захочется пропускать эти моменты. А выспаться можно и дома, или загорая на палубе во время перегонов, любуясь проплывающими мимо дельфинами. Для начала немного проведу вас по яхте. Судно четырехпалубное. Для 40 человек вполне комфортное, чтобы не мешать друг другу. Вторая палуба довольно просторная. Здесь же с утра очень приятно встречать рассветы и заниматься йогой. Вот это наше любимое место после обеденного сна. Заглянем в капитанскую рубку. Надеюсь, капитан не против. Все необходимое – и радар, и карта, и радиосвязь, и штурвал. Все на месте. Отсюда же прогуляемся в спа-зону. Расписание на массажи составляются сразу на неделю, учитывая все стоянки, снорклинги, посещение островов. Спортзал небольшой. Но при таких нагрузках дайверам сюда ходить просто некогда. Да и учитывая занятия йогой, зал почти всегда пустует. Это местечко очень запомнилось, когда после массажа тебе подают имбирный чай. Приятное послевкусие с видом на океан. Вот это третья палуба на корме. Сюда мы почти не поднимались. Ну и, конечно же, кают-компания, где организовываются завтраки, обеды и ужины, а также брифинги перед погружениями. И, конечно же, наши бармены, постоянно заботящиеся о том, чтобы запасы хорошего импортного спиртного не иссякали. Первое, что мы сделали, когда прибыли на судно, убрали подальше обувь. На судне принято ходить только босиком.
Так что целую неделю ваши ноги, кроме разве что ласт, ничего не увидят. Here not, Kurkumale not. Yeah, not here. Yeah. Only strip here. That's good. Then very short area. Then here. Ага. There. Okay, thank you very much. Вода прозрачная. Вот такой маленький необитаемый остров. Вот там вдалеке наша яхта Скуба. И мы вот несколько человек приплыли вот на этот маленький необитаемый остров. Посмотрите. Очень маленькая коса такая. Вот здесь сейчас покупаемся, посмотрим рыбок и встретим здесь закат. Некоторые ребята прямо на яхте проходили обучение дайвингу со сдачей экзаменов и получением сертификата. Им предстояло взять первые уроки дайвинга. Обычно это проходило на необитаемом острове. К слову сказать, и я не удержалась и взяла 2 урока Discovery Scuba Diving. Это были мои первые 2 погружения. Об этом мы расскажем в следующей серии. Скажу только, что не бойтесь, не так это страшно, но жутко интересно. Еще один маленький необитаемый остров в Индийском океане. Маленький Мальдивский остров. Совсем крохотный. Да, скажи привет. Всем привет с необитаемого острова. Excuse me, say hello your friends in Germany. In Germany and in Maldives. How you spend your time? It's good? Yeah, we are snorkeling the whole time and we are here on the sandbank A lot of massage, enjoying our own private island right now. a lot of drinking, a lot of food. Is it boring compared to diving? Non-divers? We don't do the diving. Yeah, but is it boring to spend this time here? I don't think it's boring, but it would be more fun to be a diver. Exactly. Yeah.
Ну что ты там, акул видел? Видел. Большая? Нет, маленькая. Ну ты не боялся? Это, ну они не кусачие? Что, тяжело, да? Декомпрессия? Ну ладно, садись тогда. Давай. У тебя чуть-чуть. А зачем? А, понятно. Вот завтрак у нас на судне. Значит, сыр, это фрукты. Мюсли вам сделают омлет. Там есть чапати, есть рыба, фиш, жареные грибы. И, в общем, вот такая вот отличная столовая. Такой ресторан. Это паста. Yes. And fish a little. Fish. Вот такой вот гаспачо. Креветки жареные с салатом, фрукты. Ну, в общем, все, чтобы не переесть. И Володе все очень нравится. Рыба в пивной заливке. Интересно. У меня тут редиска, аспарагус, биф и вот такой замечательный томка. Как интересно, здесь дозревают бананы. Висит такая связочка. Она постепенно зреет. И нам дают ее есть. Смотрите, какой классный остров. Вот мы приближаемся вот к этому одинокому острову в Индийском океане. И здесь у нас сейчас будет барбекю. Вот он такой маленький, я не знаю, метров 70, наверное, в длину всего.
all your friends in India. Say hello all your friends in your country. In India, in Florida. Hello. Хорошо. Твоя слева, да. Острове, на необитаемом. И вот нам тут делают на вечеринке вот такой барбекю. Посмотрите. Креветки, кальмары, овощи. It is beef or mutton? Beef, lamb, то есть говядина, баранина. И вот такая шикарная рыба. И все это мы сейчас будем есть под шампанское. Супер. Move yourself along the table to the pièce de résistance at the end there. Thank you. Вау, Володя, отойди от нее. Вот это... Слушайте, вы не боитесь так? Она сейчас кого-нибудь схватит. Oh, be careful, please. Be careful. Слушай, я вижу, она это самое, be careful, please.